Балет, как, впрочем, и многие другие закрытые для широкой публики сферы, овеян противоречивыми мифами. И, к сожалению, образ этого искусства в сознании сторонних людей обычно окрашен либо в черный цвет, либо, наоборот, в белый. То есть балет или демонизируют, или же, напротив, превозносят до небес, представляя артистов как таких небожителей. Безусловно, и первое, и второе – изрядное преувеличение. А палитра театральной жизни состоит из гораздо более разнообразного набора цветов и оттенков. Миссию своего канала я всегда видела в показе самых лучших, самых ярких и красивых из них. В показе глубокой, интересной и, если угодно, интеллектуальной стороны этого прекрасного искусства. Но было бы нелепо и нечестно по отношению к вам отрицать и другую, не самую симпатичную сторону балета, которая всегда существовала и никогда никуда не денется. Сегодня я предлагаю вам честно, открыто, при этом максимально деликатно и уважительно по отношению к причастным обсудить факты, которые хотелось бы отнести в разряд мифов, но которые, увы, являются неприглядной правдой. И нет, это не пресловутые стекла в пуантах, речь пойдет про реальные и достаточно серьезные проблемы. Надеюсь, это вас заинтересует и даст возможность лучше понять людей балета. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. На этапе монтажа осознала, что для полноты картины, для понимания, с какой точки зрения вы вместе со мной смотрите на все эти ситуации, не хватает пояснения, кто вообще я и какова динамика моих взаимоотношений с балетом. Конечно, вы можете пропустить этот кусочек, но если посмотрите, как будто все сказанное ниже обретет больше контекста и смысл. Совсем вкратце. Сейчас я серьезный человек, преподаю русский как иностранный латиноамериканцам из нефтегазовой сферы. Работаю с детишками билингвами из Европы. Иду занятия разговорного клуба у очень взрослых и солидных иностранцев из разных стран мира. Но чтобы понять, что витают надо мной призраки балетного прошлого, в общем-то, достаточно посмотреть на ноги, на то, как я стою. Танцую с 3 лет, имея данные перспективы, в профессию я не пошла, потому что в моей семье большую ценность имели фундаментальное образование и возможности, которые с театральной жизнью не сочетались. Но я всегда танцевала и была так или иначе около балета. Ходила на все премьеры, фестивали, дебюты, была слушателем на курсах театральной критики. Какое-то время даже писала рецензии для известных изданий. К счастью, довольно быстро поняла, что это не мое. Но все это, естественно, формировало и круг общения за пределами основного рода деятельности. С тех времен сохранилась дружба с некоторыми замечательными людьми, среди которых есть великолепные артисты. Окончив магистратуру по специальности преподавания русского языка как иностранного на стыке филологии и межкультурной коммуникации, то, чем всегда хотела заниматься, пришла работать в Московскую государственную академию хореографии. Преподавала там 5 лет, и эти годы принесли много важного жизненного опыта. А главное, моих прекрасных учеников-иностранцев и их родителей, теплые, нежнейшие отношения с которыми сохраняю до сих пор. Однако, оказавшись в системе, наблюдая за происходящим изнутри и видя вещи, с которыми по-человечески было трудно согласиться, я здорово выгорела и в какой-то момент даже немножко потерялась. Последние пару лет старалась держаться подальше от балетной тусовки, не специально, как-то неосознанно. Общаться с конкретными замечательными людьми, да, конечно, но вариться в этом, совершать сделки с совестью просто не хочется. Кроме того, с годами, когда взрослеешь, получаешь очередное образование, расширяешь свой мир, там действительно становится тесновато и душновато. Я это ощущала так. У кого-то может быть кардинально иной опыт, отношусь к нему с уважением. А из моего опыта следует то, что вы услышите ниже. Когда говорят об одержимости балетных своей внешностью, это одновременно и правда, и неправда. Тело не только главный рабочий инструмент артиста, что очевидно, но и во многом фундамент его самоощущения, позиционирования в мире, а также самооценки, уверенности, психологического благополучия. С раннего детства о балетных судят по физическим данным, и это формирует привязку самоценности к форме подъема, линии ноги, длине шеи и так далее. Чтобы чувствовать себя важным и нужным, чтобы получать достаточное внимание со стороны педагогов, ребенок не только должен стараться на уроках и, скажем, обобщенно и обтекаемо хорошо танцевать. Он должен соответствовать определенным стандартам красоты. А не соответствуя, девочки и мальчики чувствуют себя неполноценными, потому что вся их жизнь – балет.
Такую ситуацию не совсем правильно сравнивать с жизнью обычного школьника, плохо справляющегося, например, с математикой. Да, он может ничего не смыслить в уравнениях и формулах, но отлично проявлять себя в гуманитарных предметах. А после школы идти в музыкалку, где все тоже неплохо получается. А по субботам у него, например, любимое рисование. А вечером он гуляет с друзьями, которым не важно, трояк у него по математике или пятерка. Мир балетных детей и детей-спортсменов чуть более узок. Вся их жизнь, все понимание самоценности завязано на одном. И в результате они неминуемо становятся одержимы не конкретно внешностью, как модели, а параметрами тела. То, что большая часть времени проводится в окружении зеркал, формирует вечное недовольство собой. А еще у молодых танцовщиков возникает опасная иллюзия, будто весь ты – это исключительно тело. Не всегда, отнюдь не у каждого, но случается такое, что артист занимается только телом и оказывается совершенно не развит как личность, оставаясь на психологическом, а иногда и интеллектуальном уровне ребенка. Опять же, пожалуйста, услышьте меня, так происходит не всегда. Безусловно, существуют разносторонне развитые, умные, глубокие, замечательные артисты, но есть и много других примеров. Я 5 лет преподавала в Московской государственной академии хореографии, работая с иностранными студентами, но в непосредственной близости наблюдая и ситуацию русских ребят. Конечно же, дети проходят школьный курс по общеобразовательным предметам, но в гораздо более скромном объеме. Особенно урезается программа в старших классах, когда детей постоянно забирают с уроков на репетиции, прогоны, подготовку к конкурсам и так далее. Какими бы умницами они ни были, балетные дети недополучают знаний по общеобразовательным предметам. Это просто факт, с которым приходится мириться. Плюс они настолько погружены в свои балетные грезы, в свою мечту, что зачастую даже в свободное время интересуются исключительно балетом. Если идут в театр, то только на балетные спектакли. Если берут в руки книгу, то обычно о балете. В соцсетях снова только балет. И это неминуемо ведет к некоторой ограниченности кругозора. Балетные чуть меньше знают о мире, о людях, об истории, потому что слишком рано надевают шоры, концентрируясь только на одной теме. Но, безусловно, критически важную роль здесь играет семья. Когда родители понимают, что ребенка надо развивать не только в его сфере, они стараются использовать выходные, ходить в музеи, ездить в гости к небалетным друзьям, путешествовать. Другой вопрос, что чисто физически это не всегда возможно. Девочка или мальчик с 9 утра до 6-7 вечера в академии, где большую часть времени танцует. Вечером ребенок абсолютно вымотан. Единственное, что он хочет, это лежать ногами кверху. И по-человечески это совершенно понятно. Дальше многое зависит от индивидуальных особенностей личности. Если у человека живой ум, жадный до знаний, артист сам начинает заниматься собственным развитием. Опять же, временной и психологический ресурс крайне ограничен. Утром класс, потом репетиции, вечером спектакль. Доползаешь до дома и все по новой. Чтобы в таких условиях работать над собой, нужно очень хотеть и понимать, зачем тебе это. Сейчас поголовно у всех артистов есть дипломы о высшем образовании, но на исполнительском или педагогическом факультете балетной академии это самое образование порой дают и получают не совсем так, как в других вузах. Даже сам процесс поступления. Если ты окончил академию как артист балета с дипломом о среднем специальном образовании, ну что, они не возьмут тебя, своего родненького, в бакалавриат, что ли? Да, конечно, возьмут. Будь ты даже совсем плохонький в академическом плане, зато свой. Но, естественно, есть умницы, естественно, есть одаренные, любознательные ребята, которые честно учатся и даже не по специальности, а в других вузах, и получают отличные результаты. Просто в сегодняшнем видео акцент не на них. Кумовство, блат, круговая порука – это те особенности, которые создают балету дурную славу. И, увы, не безосновательно. Родным кровиночкам, любовницам и любовникам не только выбивают сольные партии в театре, но и запросто дают гранты на постановки, а также устраивают на преподавательские должности в академии. И вот это, по-моему, хуже всего, потому что страдают в итоге дети. За примерами, к сожалению, далеко ходить не придется. Влиятельный дядечка думает, что некой девушке будет приятно числиться педагогом в престижной школе. Дядечки отказать не могут, но, четко понимая уровень преподавательской одаренности девушки, ей дают иностранцев. Для руководства это самый безопасный вариант. Только вот новоявленный педагог настолько наплевательски относится к работе, тупо сидя на уроках в телефоне и вообще не уделяя внимания ученицам, что кураторы и родители этих самых иностранцев, которые вообще-то платят бешеные деньги за обучение, начинают справедливо предъявлять претензии. К счастью для этого класса, руководство, опасаясь скандала и потери репутации, пасует. Девочку увольняют.
Может быть, куда-то переводят. За ее дальнейшими приключениями, честно говоря, не следила. И ладно, еще танцевальные педагоги, это в целом объяснимо. Но самое невероятное, что даже на других кафедрах и в других отделах, как в театре, так и в школе, процветает семейственность. До такой степени, что вести предмет может чья-то дочка, не имеющая диплома о специальном образовании. Да ладно диплома, черт с ним с дипломом, не имеющая элементарных знаний и опыта. Но в среде это расценивается как норма, как хороший вариант. Лучше чья-то необразованная дочка, чем человек с улицы. Однако существование подобной проблемы не значит, что все, кто танцует сейчас на столичной сцене, чьи-то протеже. Чем хорош балет, так это невозможностью обдурить зрителя. Сразу видно, у кого настоящий талант, а кого почему-то указанию тащат к верхушке театральной иерархии. И вы сами прекрасно знаете примеры. И видите, что в том же Большом ведущие партии танцуют невероятно одаренные молодые девочки вроде Лизы Кокаревой и Евы Сергеенковой. Друзья, если вам интересно расширять кругозор и узнавать о танце в самых разных его воплощениях, приходите в блог Неприма, где я делюсь ссылками на документальные фильмы, видео, статьи, обсуждаю с вами актуальные события отечественного и зарубежного балета. И иногда немного рассказываю о том, как после многолетнего перерыва возвращаюсь в форму. Приходите, буду вам всем рада. И вот тут мы подходим к еще одной интересной и неоднозначной теме. Это вера в собственную исключительность, причисление себя к элите, но не на основании таланта, каких-то реальных достижений и заслуг, а просто по роду деятельности. Вот он учится или работает в балетной академии, или же служит в балетной труппе. Все, он представитель элитарного искусства. И, конечно же, намного лучше нас, плебеев. К счастью, не все балетные так считают, но некоторые представители старшего поколения в этом убеждены. Безусловно, в момент поступления дети проходят строжайший отбор. При этом, будем честны, критерии сводятся к физическим данным, здоровью и симпатичной внешности. То есть, да, они исключительно здоровы, сильны и хороши собой. Являются ли эти основания достаточными для того, чтобы считать себя априори лучше других? Особенно учитывая факт, что действительно одаренные, уникальные артисты – это 2-3 человека на выпуск по всей стране. Да, балетные очень много и очень тяжело работают, но, например, врачи и учителя тоже много и тоже тяжело работают. Однако, посвящая себя другим, постоянно повышая квалификацию и занимаясь самообразованием, они почему-то не кричат на каждом углу о своей избранности. В процессе монтажа вспомнился яркий и очень неприятный пример, который в свое время произвел на меня колоссальное впечатление. Вообще ситуация иллюстрирует не только этот пункт, но и другие. Но вставлю этот фрагмент все-таки сюда. Много-много лет назад на фестивале «Золотая маска» я смотрела один из спектаклей номинантов в категории «Современный танец». На показе присутствовали члены жюри и немногочисленные зрители, пришедшие в основном по приглашениям. Спектакль был необычным, относился скорее к жанру перформанса. Создатели экспериментируют, пробуют, это нормально, это залог развития искусства. И один очень-очень-очень известный артист балета, входивший в состав жюри, пытался спектакль сорвать. Он явно не понимал. Происходящее не было похоже на «Лебединое озеро», поэтому он считал возможным громко хмыкать, а зал был малюсенький. Вслух разговаривать с соседями в очень грубых выражениях, обсуждая постановщиков и исполнительницу, которая, бедняжка, в таких условиях пыталась работать. Там, по-моему, даже музыкального сопровождения не было, то есть она все слышала. Это был такой испанский стыд. Но самое главное, ему реально даже в голову не приходило остановиться, проявить тактичность. Он великий представитель великого и единственно верного танцевального направления. По собственному мнению. Он лучше всех окружающих и может делать то, что взбредет в голову, если считает это верным. Этот случай оказал на меня огромное влияние. Тогда я четко поняла, каким человеком ни за что не хочу стать. Балетные старшего советского поколения безмерно ценят всякие звания, признания и награды. Отсутствие у вас звания заслуженного народного, отсутствие премий и упоминаний по телевизору для некоторых важнее всего человеческого в вас, важнее вашего уровня профессионализма, будь он даже высочайшим, особенно если вы молоды. На молодых некоторые такие тетеньки и дяденьки вообще любят отрываться. В академии или в театре вы обязательно встретитесь с теми, кто будет показательно вам тыкать. Принципиально, глядя в глаза, не отвечать на ваши приветствия в коридоре. Пытаться публично унизить, чтобы самоутвердиться.
Разборки в академиях и театрах порой уровня детской песочницы. Вот честно, взрослые зрелые люди это как-то обдумали бы, обсудили, проработали. К психотерапевту в конце концов сходили бы. Кстати, балетная молодежь ходит, знаю несколько примеров. И это здорово, это хороший способ справляться со сложностями, которые неизбежно оказываются на пути артиста в подобной среде. Сталкиваясь с инфантилизмом и неэмпатичностью некоторых балетных, я всегда вспоминала об академике Виталии Григорьевиче Костомарове, нашем любимом, прекрасном учителе, стоявшем у истоков преподавания русского как иностранного. Он в 80-летнем возрасте, проходя по институту, здоровался с каждым студентом, каждого внимательно слушал на семинарах, живо и искренне интересовался мнением каждого дохлика-первокурсника. Это такой разительнейший контраст в отношении. На мой взгляд, поколение нынешних 30-40-летних балерин уже совсем другое. Безусловно, там встречаются люди, копирующие поведение своих учителей, но много и гораздо более сознательных, адекватных артистов. А уж молодые ребята вообще, к великому счастью, абсолютно другие. Поэтому есть надежда на то, что атмосфера в коллективах через пару десятков лет может стать более здоровой. Хочется на это надеяться. Увы, из вышесказанного проистекает следующая проблема, уже совсем не забавная. Когда некоторые артисты, бывшие артисты, педагоги считают возраст, наличие звания или высокий пост, пусть и полученный по блату, оправданием для некорректного поведения, неизбежно возникают ситуации злоупотребления властью. Занимаемая позиция, связи регулярно используются для продвижения своих интересов. И своих людей, естественно. В труппах в этой связи порой всем заправляют самодуры с садистическими наклонностями, которым просто нравится мучить, нравится играть со своей жертвой, полностью зависимой, фактически безвольной. У нас есть замечательные балетные театры и прекрасные руководители, но давайте смотреть правде в глаза. Часто до сих пор это околокрепостнические структуры, где по велению хозяина тебя могут выпускать на сцену каждый вечер, а на следующей неделе отобрать все и посадить в запас кардебалета, просто потому что у него такое настроение или посмотрела ты не так. 20-летние ребята остро свое зависимое положение ощущают, переживают, часто не понимают. Но в отличие от старших, они хотя бы уже осознают. Дело не в них, не в том, что они какие-то неправильные. Дело в том, что власть попала в руки к неадекватному человеку. И это понимание уже огромная перемена. Юным артистам известно, что такое границы. Они видят, когда границы грубо нарушаются. Осознают, когда дело в них самих, а когда они ни в чем не виноваты. И я прям-таки замечаю тенденцию некоторого отстранения, в хорошем смысле, не слияния с педагогом в одно целое. Разграничение себя настоящего и себя в глазах педагога и руководителя. Это прям здорово и очень здорово. Тут еще стоит добавить небольшую деталь из жизни балетных, которая тоже демонстрирует невозможность распоряжаться своей жизнью. Это знаменитая эпопея с расписанием. Артист в 2 часа ночи может узнать, будут ли у него завтра какие-то репетиции. Соответственно, горизонт планирования не то что минимальный, его практически и нет. И согласитесь, это как-то не по-человечески. При желании руководства и при должной работе всех отделов составление нормального расписания вполне возможно. Но тогда теряются эти ниточки управления и это пьянящее ощущение власти. И, конечно, мы не можем здесь избежать разговора о зависти, о том, верно ли представление о балетном коллективе, как о клубке ядовитых змей. Или, может быть, дело в руководящей верхушке, а сами артисты чудесные и приятные люди. Если обращаться к школе, к академии, мне кажется, как ни странно, самая большая концентрация зависти возникает у маленьких, у детей 10-12 лет и подготовишек, которые только собираются поступать. Вот они могут вести себя прям-таки жестко. Могут кого-то из одноклассников пытаться травить, могут злиться, не получая желаемого. Могут в коридоре провожать других ребят таким взглядом, от которого взрослому-то дурно становится. Все идет из семьи, многое зависит от воспитания, а также от индивидуальных психологических особенностей ребенка. Кто-то не умеет справляться с разочарованием и эмоциями большой степени интенсивности. В старших классах атмосфера, наоборот, может быть спокойнее, потому что дети так заняты, так измотаны, им вообще ни до чего. Плюс они уже долго вместе, понимают, что находятся в одной лодке, сталкиваются с одинаковыми трудностями и учатся друг друга поддерживать. При этом уровень проблем и разочарований значительно выше, серьезнее. Дети уже осознают, кто рассчитывает на карьеру солиста, а чей удел кардебалет. Что касается театра, в некоторых коллективах, в первую очередь это не очень крупные европейские театры, отношения вполне могут быть теплыми и адекватными.
Более того, даже в крупнейших балетных труппах мира встречается категория артистов, принципиально не принимающих участие в травле, сплетнях и тому подобном. Есть люди, которым воспитание, ценности, характер, мировоззрение не позволяют участвовать во всей закулисной свистопляске. И это не одинокие изгои, они вполне успешные, у них своя компания друзей и коллег. А от остального они по максимуму, насколько возможно, ограждаются. Но в больших престижных труппах, где на кону многое, а доступ к сольным партиям получает ограниченный круг лиц, существуют и другие персонажи. Естественную конкуренцию такие люди воспринимают не как повод для самосовершенствования, а как причину пойти в атаку, не гнушаясь никакими способами. И знаете что? Думаю, они не заслуживают нашего времени и внимания, поэтому мы не будем погружаться в подробности. Вот такие реальные проблемы я наблюдаю в балете. Как видите, ничего мистического, все очень по-человечески, с понятными предпосылками и определенным контекстом. Если вы артист, педагог, критик, балетная мама, человек, так или иначе вхожий в среду, пожалуйста, поделитесь своим мнением. Может быть, у вас есть идеи, что еще можно добавить к моему списку. Думаю, мы все с огромным удовольствием и интересом почитаем такие комментарии. Большое спасибо за просмотр. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. До скорых встреч!